Одна из самых важных и фундаментальных диаграмм в космохимии – это та, что показана здесь. И именно здесь показано содержание элементов в солнечной фотосфере, здесь на оси Y, в сравнении с содержанием элементов в циклических контурах. И я хотел бы сейчас показать, как это работает здесь в деталях. То есть на оси Y нанесено содержание элементов в солнечной фотосфере. А на оси X количество, содержание элементов в CI контрастирует. Для этого сначала концентрация элементов нормализуется до 10, максимум 6 атомов кремния. Совершенно неважно, на что ты ориентируешься. С таким же успехом ты мог бы нормировать на магнии, на титан, на алюминий и так далее. Не имеет значения, сколько атомов ты берешь. Ты также можешь взять 10 на 4, 10 на 8 или что-то еще. Это не имеет никакого значения. Ты просто должен выбрать один, и в этом случае ты только что сказал, что это сексуальная песня для атомов. Атомы уже важны, так что это не означает веса, которые здесь сравниваются, но в основном это что-то вроде малярных частот или просто атомных частот. Определенно нет весовых процентов, так что это не так, так что элементы практически делятся на их массу. Тогда где-то на оси Y есть 10 максимум 6, а на оси X тоже где-то 10 максимум 6. И кремний находится прямо здесь, в точке пересечения. Если здесь 10 максимум 6, а здесь 10 максимум 6, то здесь по определению находится кремний. Каждая из осей является логарифмической. Оба. Это означает, что где-то здесь будет 10, затем 10,7, здесь будет 10,3 и так далее. Такие элементы, как магний и железо, встречаются так же часто, как и кремний. Это означает, что они также будут появляться примерно здесь. Такие элементы, как редкоземельные элементы, примерно в миллион раз меньше. Поэтому они указаны на одну часть на миллион или, может быть, на 4-6 порядков меньше. Значит, они должны быть примерно 10 на 2. Это означает, что редкоземельные элементы в СНГ находятся где-то здесь, в этом диапазоне. Возможно, именно здесь находятся редкоземельные элементы. В солнечной фотосфере редкоземельные элементы находятся в норме к этим 106 кремнием. Атомы тоже примерно здесь. Может быть, на уровне 10 после минус 2. Это значит, что, возможно, они лежат здесь, редкоземельные элементы. Примерно так. А затем большинство других элементов лежат здесь, где-то посередине. Значит, где-то здесь. Теперь интересно то, что частоты в D и солнечной фотосфере примерно одинаковы. Это означает, что если в CI10 есть еще 4 атома определенного элемента, то и они есть. Тогда количество атомов в солнечной фотосфере также примерно равно 10,4. Как я уже сказал, всегда нормирован на кремний. И если у вас 10,3 в D, то у вас 10,3 в солнечной фотосфере. И поэтому здесь есть прямая с наклоном 1. За некоторыми исключениями, сейчас есть элементы с высокой волатильностью, что-то вроде инертных элементов. И элементы, которые очень распространены на Солнце, такие как водород и гелий, которые очень распространены на Солнце. Так что здесь может быть 10, максимум 8 или еще что угодно, но мало в Ки. Так вот, если сейчас и есть такие элементы, как водород и гелий, если их мало в Ки, то они высоки в такой фотосфере, но низки в Ки. Так что может быть где-то здесь есть водород и гелий. Сюда входят азот и углерод, они тоже где-то есть. Лежи здесь наверху в этой области. Здесь, возможно, было бы немного меньше солнечного потока. А потом еще есть литий как особенность. Литий потребляется на Солнце, и поэтому концентрация лития относительно низкая, так что где-то здесь может быть здесь. Но в D они все еще относительно высоки. Вот почему литий находится при низких уровнях солнечной энергии, это солнечные уровни, но при высоких значениях D. Значит, где-то здесь лежит литий. И вот так в общих чертах работает вся эта схема. Теперь мы можем взглянуть на это еще раз.
Все ли это примерно соответствует? И это результат или это реальные данные здесь сейчас? Это относительно точно. Водород находится немного дальше. Там, по крайней мере, есть водород. Здесь, в этом месте, это тоже не имеет значения. Это касается в целом всей системы здесь. Но, как ты можешь видеть, здесь сейчас все очень красиво лежит на этой один прямой. Каким мы его только что видели. Теперь и поэтому всегда говорят, что противоречия CI-коллигенов являются особенными, потому что именно их элементы лежат на этой один прямой. Теперь это логарифмические графики. Теперь вопрос в том, как на самом деле смотрят другие противоборствующие группы. И это очень интересно. Ты можешь посмотреть на это. И тогда ты поймешь, что вот здесь, в левом верхнем углу, снова есть Ки-Вивена. Но все остальные группы в принципе не видят так много. Так что в CM все они также находятся на первой линии, в CV все также находятся на первой линии, Q тоже, CK, CAR и так далее. Даже в L-контрах все в целом находятся на этой же линии. Линия 1 к 1. Это означает, что все метеориты, все контуры примерно похожи на эти. Солнышко. Тебе нужно очень внимательно присмотреться, чтобы понять, что контуры CI составлены так же, как Солнце. И для этого мы можем еще раз взглянуть на другую диаграмму. А именно диаграмму, на которой метеориты нанесены относительно друг друга. И вот здесь мы видим, что все контуры CI составлены аналогично Солнцу, то есть контуры CI. Эти контуры лежат здесь прямо впереди. И другие контуры находятся в их преломляющих элементах. Это те, что здесь наверху. Так вот, теперь это угольные контуры. Вот преломляющие элементы. Это кальций и алюминий, все обогащенные относительно CI. И летучие элементы, вот те, что здесь внизу. Это что-то вроде цинка и серы, соответственно натрия и марганца, в то время как рефракторы здесь наверху холодны к алюминию. Они обеднели. Значит, уже есть различия в деталях, но их не так-то просто обнаружить в этом двойном логарифмическом квадрате. Даже в графике только на периферии снова номинирован в данном случае на CI. Так что все элементы рассматриваются относительно CI. А теперь относительно магния, но не имеет значения, берем ли мы здесь магний или кремний. И поэтому диаграмма так важна для космохимии, теперь к завершению, потому что если все элементы одинаковы, вот эти элементы, если они все такие же, как на Солнце, то это означает, что метеориты являются репрезентативными для Солнечной системы. То есть конденсаты, в частности конденсаты CI, являются репрезентативными химически или их состав репрезентативен по своему составу. За Солнце. А Солнце составляет 99,9 или более процентов по весу всей Солнечной системы. И, следовательно, Солнце является представителем нашей Солнечной системы по своему составу. Это означает, что если Солнечная система равна Солнцу, по составу Солнца равно метеоритам, то, конечно, это также означает, что Солнечная система состоит из метеоритов. Это означает, что метеориты являются репрезентативными по своему составу для нашей Солнечной системы. И это, конечно, очень важно для метеоритов, потому что с метеоритами у нас теперь есть материал, который мы можем исследовать в лаборатории и который представляет Солнечную систему.
Это означает, что мы можем исследовать общий состав Солнечной системы, исследуя метеориты. Так много на этой диаграмме. Очень полезно немного узнать, как устроены контроллеры CI, потому что из этого можно сделать некоторые выводы. На диаграмме однажды показан состав контура CI. На оси X атомный номер, который затем соответствует различным элементам, которые есть на самом графике, тогда легче найти. То есть целое — это график категорий. На ось Y затем наносится состав, нормализованный по магнию. То есть все, что вы видите на оси Y, это соотношение масс. Кроме того, масштабирование является логарифмическим. Также очень полезно знать, что состав CI также чаще называют солнечным составом. Хотя это и неверно, потому что Солнце все еще содержит водород, гелий, что-то вроде углерода, азот в совершенно других концентрациях, чем метеориты. Но тем не менее это часто делается. Если ты сейчас посмотришь на сюжет, это только начало. Здесь весь этот зигзагообразный узор падает. И теперь, возможно, возникает вопрос, откуда взялся этот зигзагообразный узор и почему в противном случае вы не видите его так часто, когда видите эти узоры элементов. Сам зигзагообразный узор просто возникает из-за того, что нечетные элементы встречаются реже, чем четные элементы. Потому что в процессе нуклеосинтеза происходит то, что происходит с нечетными элементами, а не с четными элементами. Нечетные сложнее сформироваться, чем четные элементы. Иначе почему ты не видишь зигзагообразный узор? Это снова та же самая диаграмма, что и ровная. И нормализация здесь только на магнии. Если ты часто видишь графики, то они нормализуются на ки-контратаках. Если ты сейчас посмотришь, например, на ссадины, которые также нормализованы только на магнии, ничего больше, то это будет выглядеть следующим образом. Это ссадина сейчас. Так что тот же зигзагообразный узор. И чтобы представить это более точно, давайте поместим оба контура в один график. Так что вот контуры CV и CI, оба в одном графике, они выглядят вы почти не видите разницы. Это потому, что они масштабированы логарифмически. То, что сейчас часто делают, это переводят все в норму, в режим ки. Это означает, что в этом примере состав контура CV теперь делится на состав контура CI. И это сделано в последнем сюжете. А затем здесь вы видите, что этот сюжет выглядит сравнительно плоским в некотором смысле, за исключением естественного фракционирования друг друга. Это видно даже по масштабу, только редкоземельные элементы, например, здесь очень плоские. И это также причина, по которой нужно нормализовать, чтобы немного разобраться во всей этой зигзагообразной схеме, а также лучше определить фракционирование друг друга. Хорошо, но вернемся к самим концентрациям. И что мы на самом деле можем извлечь из них сейчас? И для этого давайте посмотрим на различные элементы. Прежде всего, на основные элементы. Это магний, кремний, железо. А также немного серы, логарифмическое масштабирование. Это означает, что если это немного ниже, то все равно значительно ниже. Но это, во-первых, основные элементы. Поэтому их и называют основными элементами, потому что у них самый высокий состав. И поэтому их также определенно следует запомнить как магний, кремний, железо. Конечно, к этому добавляется кислород, это всегда легко забывается, но это самый распространенный элемент, потому что он также присутствует в составе всех силикатов. Тогда ты можешь опуститься на порядок. Это на порядок. Что ты там находишь? Здесь ты находишь что-то вроде алюминия, кальция и никеля. Значит, это вторые по распространенности элементы. Вторая по распространенности группа элементов на порядок ниже. Теперь ты можешь спокойно подумать, где ты находишь все эти элементы. То есть магний, кремний, железо в примитивных элементах управления. Конечно, в силикатах, оливках, пироксении, металле. В этом и есть все железо. Если мы сейчас спустимся на один уровень вниз и найдем там алюминий, кальций и никель, тогда мы узнаем, что в металле есть железо, никель. И это примерно в концентрации 90% железа. 10% никеля – это как раз то, что вы видите здесь в содержании элементов. Вот почему хорошо знать их немного. Потому что это именно то, что вы можете сделать, если подумаете, сколько никеля содержится в железе. Никель встречается примерно на порядок реже, то есть всего 90%, 10%. Алюминия и кальция также на порядок меньше. Поэтому минералов не так много или значительно меньше минералов, содержащих алюминий и кальций. Конечно, здесь следует упомянуть поздние породы,
но также и в качестве другого компонента включения, богатые кальцием и алюминием. И именно поэтому они так мало концентрированы, всего несколько процентов, от 0 до, возможно, 3-4%. Это тоже отражается в этом. И тогда мы можем пойти дальше, давайте еще раз снизимся почти на порядок. Не совсем на один размер, но значительно меньше. Это натрий, затем что-то вроде хрома, марганца, которых примерно столько же, затем еще фосфор и, может быть, титан, цинк. Но мы уже здесь, это два порядка. Например, с цинком и титаном мы уже отстаем более чем на 2 порядка. Так что, возможно, натрий все еще важен здесь, но это то, почему его принимают. Тогда ты увидишь, какие может быть самые распространенные 10 элементов или что-то в этом роде. Ты сразу увидишь магний, кремний, железо, если, возможно, ты захочешь добавить к ним еще кислород. Это все еще самые распространенные серы. А затем кальций, алюминий. Здесь у нас уже есть 6 элементов, никель. Тогда у нас их 7, так что это первые 4. Это примерно на порядок ниже. А потом еще что-то вроде швов. Матрий, хром, может быть марганец. И тогда у нас есть самые распространенные, самые важные 10-11 элементов. И тогда мы сможем запомнить их примерно в относительных частотах. Что может быть еще более интересным, тогда мы сможем взглянуть на редкоземельные элементы здесь. Вот эти лантаниты. И если мы посмотрим на их содержание, то мы посмотрим здесь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, тогда по частотам на 6 порядков мы отстаем. А если потом вспомнить, то по какой, а не по одной? С какой стати редкоземельные металлодетекторы называются так? И потом это всегда количество частей на миллион, то есть частей на миллион. А сейчас мы только что прошли 6 величин в раунде, то есть 10 до минус 6. Вот почему указаны показатели редкоземельных элементов и ppm. Потому что они примерно на 6 порядков ниже, чем у наиболее распространенного элемента, которым в данном случае является магний. Так вот почему состав Ки относительно важен и полезен, потому что из него можно извлечь некоторые вещи для того, что ты на самом деле делаешь. А затем наблюдаешь изнутри с обратной стороны. Эта таблица, безусловно, одна из самых простых, но в то же время самая важная и фундаментальная. И она просто собирает средние составы различных групп кондритов. Итак, в первом столбце указаны элементы, а затем в других столбцах указаны различные группы кондритов. Так вот, в самом начале коллаген-кондриты, затем обычные НСТ, Р и К кондриты. Здесь всегда единица измерения веса промилле. Это немного облегчает задачу, особенно когда вы используете данные, чтобы потом что-то нормализовать. Потому что, например, если вы нормализуете содержание магния, а затем заменяете кремний магнием, все может быть в порядке. Потому что в большинстве случаев и кремний, и магний указаны в процентном соотношении по весу. Но предположим, что вы все еще хотите нормализовать цинк и, может быть, индий или что-то в этом роде, тогда, возможно, в нем есть цинк. Указано количество частей на миллион по весу и количество индия по весу, есть магний в процентах по весу, есть 3 разных единицы, но это всего лишь деление частей на миллион. То есть частей 1 раз на миллион по весу, 100 на миллион на миллиард. И если ты разделишь этот беспорядок, то у тебя будут определенные проблемы с нулями. И если все будет представлено в том же масштабе, этого не произойдет. Ты можешь сделать это позже. А сейчас я хочу привести еще один очень короткий пример того, как можно очень быстро использовать данные. Например, математик. Первые 2 строки здесь – это просто импорт этой записи, и эта запись затем записывается вот в эту переменную imp. Я определил еще одну команду здесь внизу extract data, с помощью которой вы можете очень легко считывать столбцы или строки из набора данных. Затем я запускаю все это время, и теперь данные находятся в этом imp. Если я выберу первую строку, я должен получить список категорий, что и происходит. Так что теперь здесь пригодятся различные контраргументы. Теперь я использую эту команду извлечения данных, чтобы извлечь из этого imp, который является этим набором данных, только C, считывать ценности. Тогда я должен ввести 1, что означает, что тогда будут считываться столбцы, а не строки. Тогда я получу вот эту запись. И чтобы сделать это немного проще, я могу определить еще одну собственную команду, которую я сейчас назову данными кондрита.
И там передается переменная name, и это имя мне еще нужно, чтобы здесь была соответствующая команда, тогда это имя будет написано здесь. И тогда я определю эту команду и смогу применить ее. И теперь мне просто нужно записать сюда CI, и тогда я получу именно эту запись из CI. Тогда впереди будет этот wait ppm. Я все еще могу устранить это в этой команде с помощью этой команды остатка. И теперь я фактически получаю здесь только данные. В чем теперь помогает это упражнение? Я могу очень быстро представить здесь дополнительные данные, например, резюме, введя это сейчас еще здесь. Тогда я получу данные, здесь данные резюме. И теперь, если я хочу разделить данные резюме на данные CI, я могу сделать это в форме, а затем получить здесь резюме на CI. И тогда я также могу представить все это, например, в listplot. И теперь у меня есть нормализованное представление здесь, CI нормализованное представление данных резюме. И, конечно, я могу очень быстро изменить это здесь. Я также могу представить car. Это car, или я все равно представляю здесь car. Это называется данные и так далее. Таким образом, это происходит очень быстро. Ты можешь очень быстро увидеть вот эти различия. Или я могли бы также сопоставить их друг с другом, в любом случае против key. Для этого я должен сделать все, что в моих силах. Теперь я ставлю здесь CI против CH, и может быть, если ты захочешь увидеть это немного лучше, ты все равно сможешь сделать все это логарифмически. И теперь ты изобразил их друг против друга. Если ты думаешь, ага, это выглядит довольно интересно, как это на самом деле выглядит по сравнению с данными резюме, тогда ты все еще можешь включить данные резюме в это. Я сейчас скопировал это и затем пишу резюме здесь спереди. Тогда один раз резюме было нормировано на CI, CV было представлено на CI, а один раз I был представлен на CI. И таким образом с такими наборами данных можно очень быстро или просто очень быстро что-то посмотреть. И это, как я уже сказал, этот базовый набор данных, который на самом деле может постоянно каким-то образом понадобиться. Все ледяные метеориты прошли стадию таяния. Возможно, как ядро на астероиде, но по крайней мере как отдельная металлическая фаза, сидерофильная фаза на астероиде. Сейчас, конечно, интересно узнать, какова была скорость охлаждения этих фаз расплавленного металла, чтобы узнать что-нибудь об эволюции. Например, тех астероидов в них, которые образовались. Есть несколько способов сделать это, и один из способов показан здесь на этой диаграмме. Что вы делаете для этого, это смотрите на микроструктуру богатых никелем металлов тонит. Ты видишь такую сотовую структуру, и в этих отдельных сотах практически находятся эти разные цвета. Из металла, богатого никелем. И эти фазы, которые находятся внутри, их размер можно определить. И тогда ты видишь, что размер этих фаз коррелирует со скоростью охлаждения. То есть скорость охлаждения, показанная здесь на оси Х, в миллионах лет на Кельвин, это сначала нужно определить независимым методом, а затем посмотреть, соответствует ли это скорости охлаждения. Получается, это то, что ты сделал. Вот эта ось Х производные, они были определены независимо. Ты видишь, что здесь есть коалиция, и из этого можно сделать вывод, что и эти островные широты тоже. Можно использовать микроструктуры для скорости охлаждения. Как они выглядят здесь сейчас? Итак, как я уже сказал, скорость охлаждения по оси X и по оси Y теперь представлена этой величиной ширины этого острова. Это в микрометровом диапазоне. Масштаб здесь нанометровый, то есть в субмикрометровом диапазоне. И теперь ты понимаешь, что, во-первых, как я уже сказал, у тебя есть такая корреляция, что когда у тебя более высокая скорость охлаждения, ширина этих островов становится меньше. У тебя скорость охлаждения здесь составляет 500 кельвинов на миллион лет. Разве острова меньше? Конечно, они не могут расти так, как, например, Оствальд-3 Пиннинг тогда или что-нибудь в этом роде. И если острова имеют более высокую ширину, то и, соответственно, более низкие скорости охлаждения. Общие скорости охлаждения здесь находятся в диапазоне двух порядков, то есть относительно много, умноженный на 500 кельвинов на миллион лет и умноженный всего на 0,5 кельвинов на миллион лет. Это, конечно, намного медленнее. То есть такое материнское тельце действительно нуждается в очень большом количестве миллионов лет. Соответственно, металлическое волокно в нем, пока оно полностью не остынет. И вы можете видеть это здесь, это не просто ледяные метеориты. Это можно определить по ним или по их отложениям, но и по другим метеоритам, например, здесь наверху мезоцидоры, но и что-то вроде обычных метеоритов, когда
Ты можешь посмотреть на металлическую фазу там, мы можем или их разгрузить. Наверное, тоже может что-то определить по этому поводу. Здесь на вставке снова показаны отдельные метеориты, а также нелоговая шкала. Так вот да, здесь y ось x это логарифмическая шкала, y линейная. И здесь все это снова показано белым линейным цветом, чтобы немного посмотреть, как это на самом деле выглядит в данном случае. И это один из способов определения скорости охлаждения ледяных метеоритов. Конечно, это также график, на котором можно посмотреть, какие скорости охлаждения на самом деле испытывали такие ледяные метеориты. И это выглядит примерно так: от 0,5 до 500 кельвинов на миллион лет. С помощью этой диаграммы можно классифицировать кондриты по составу балок, то есть отличать их друг от друга. Для этого вы переносите по оси y состав, например, на элемент, нормированный на Ci. То есть элемент делится на концентрацию элемента в Ci, а также на магний, все это здесь в процентах по весу. Для Ci это означает, что если разделить каждый элемент на себя, то получится 1, если разделить его еще на магний, а затем магний также разделить на магний. Если даже получится 1, ты везде получишь 1. То есть все элементы в контурах Ci здесь равны 1. На оси Х нанесены различные метеорные группы, то есть Ci, Cv, Co и так далее. Затем снова различают угольные контуры, обычные контуры, энцертитовые контуры и контуры RK. Отдельные линии теперь представляют элементы разного химического характера. Например, более сложные элементы, один раз кальций, один раз алюминий. Теперь ты видишь, что в кодированных контурах кальций и алюминий чаще всего несколько обогащены. Не во всех, не так много в КРС, но и в СНГ нормированием, конечно, тоже нет, но во всех остальных. А это значит, что происходит обогащение преломляющими элементами. И угольные контраты также имеют наибольшее количество ЧИС, и вероятно это также может показать, что это обогащение происходит главным образом за счет ЧИС, который возникает у человека. В обычных контрах преломляющие элементы слегка обеднены, как вы можете видеть здесь. То же самое верно в N-сатитовых контурах и R и K контурах. Вот это алюминий, вот это кальций, вот это алюминий, вот это алюминий. Тут все немного расходится, может быть это тоже связано с анализами. Так что сами по себе рефракторы в основном обеднены по отношению к диимагнию. Следующий элемент, в качестве следующих элементов есть кремний, железо, магний, конечно, не тот, который нормируется по этому показателю. Теперь ты можешь видеть, я хочу подчеркнуть, что кремний в угольных котлах на самом деле всегда одинаков. Магний, то есть соотношение магния и кремния в концентратах коллагена, как правило, всегда равно 1. Это единственное значение здесь, в конденсатах CH, вероятно, не совсем правильное, его нужно как-то измерить. Так что всегда 1 – это характеристика. В обычных условиях соотношение кремния и магния увеличивается, то есть кремний обогащается или магний обедняется. Все это еще больше увеличивается в контурах энцертита, а затем снова отличается здесь, в контурах R и K. Это означает, что здесь обычно происходит обогащение кремния или истощение магния. Это, конечно, относительно важно, потому что кремний и магний являются одними из наиболее распространенных элементов, и это не так уж и несущественно. Железо часто слегка обедняется в контрах суток. Вот почему в нем очень много металла Sn, поэтому в нем тоже очень много железа. В остальном он несколько отличается в разных метеоритах. Возможно, это связано с фракционированием металлов во время образования. В конце концов, летучие элементы, умеренно летучие элементы и высоколетучие элементы объединены в большинстве метеоритов. Здесь наблюдается, ты не можешь сказать, какая тенденция, потому что метеориты расположены таким образом, что именно так, по убыванию или по возрастанию. Здесь наблюдается истощение летучих элементов.
Но большинство угольных конденсатов здесь сильно объединены как умеренно летучими, так и высоковолатильными элементами. Умеренно летучие элементы затем снова немного более обогащены или относительно угольных конденсатов. Не слишком увлекайся, высоковолатильные элементы остаются здесь внизу и только снова становятся действительно высокими в контурах N-стартит. В остальном они относительно низкие в остальных контратакующих группах. Умеренно изменчивые элементы остаются примерно такими же умеренно объединенными по сравнению с D, но более обогащенные, чем в угольных контрах. Что все это значит сейчас? Само по себе есть два способа интерпретировать это. Ты можешь видеть, что угольные контуры здесь объединены летучими элементами. Это истощение может произойти из-за летучих элементов. Если это метеорит, летучие элементы могут либо испариться после образования метеорита практически. А может, здесь есть резервуар, в котором находится метеорит. Это резервуар, в котором образуется метеорит. И в этом резервуаре относительно высокая температура, скажем, что-то около 900 кельвинов. И поэтому не все элементы конденсируются. Это значит, что у тебя здесь неполная конденсация. И из-за этой неполной конденсации летучие элементы не конденсируются в первую очередь. И в основном элементы, которые конденсируются ниже 900 кельвинов, не конденсируются. То есть то, что вы, возможно, узнаете здесь, это то, что в этих конденсатах здесь. Что эти конденсаты здесь образовались в резервуарах с более высокой температурой, чем, например, CM-конденсаты или E-конденсаты. А то и вообще обычные кондратки. Можно сделать вывод, что если это наша Солнечная система и это протопланетный диск, то, возможно, был температурный градиент от Солнца наружу. Так вот, здесь температура увеличивается. Вот Солнце — это температурный градиент. А то бы метеориты с менее летучими элементами возникли бы немного снаружи внутри этого протопланетного диска. А метеориты с более летучими элементами могли бы стоять немного внутри даже при более высоких температурах. Внутри этого протопланетного диска. Пиши. Это относительно простые схемы объяснения. Это не обязательно должно было быть так. Что определенно можно сказать, кажется разумным, что летучие элементы, метеориты с низким содержанием летучих элементов, то есть вот эти, возникли в регионах с более высокой температурой. Что касается этой диаграммы, когда мы смотрим на общий состав контуров Каллига, мы видим очень характерные узоры элементов. И это однажды показано здесь, на этих двух графиках. Верно для обоих графиков. На оси Х изображены элементы. Значит, это график категорий. На оси Y на нижнем графике нанесена температура конденсации элементов на 50%. И вы сразу видите, что эта температура уменьшается вправо. Это означает, что в правом направлении наблюдается снижение волатильности. На верхнем графике по оси Y показан состав контратов, нормализованные по Си и магнию, что также означает, что это не весовые проценты. Концентрации являются весовыми процентами, но на самом деле это масса, соотношение. Так что это совершенно правильно. Тогда также показаны или отображаются космохимические группы элементов. Когда-то преломляющие элементы, которые идут сюда, затем основные элементы идут сюда, затем летучие. Элементы идут сюда и, наконец, очень изменчивые элементы, которые идут сюда и которые также называются плато изменчивыми элементами. Я собираюсь поговорить об этом еще раз. И, конечно же, представлены различные группы контуров CM, CO, CV, CAR и CK. Сначала я хочу вкратце остановиться на нижней диаграмме. Здесь видно, что примерно все преломляющие элементы имеют одинаковую температуру конденсации. Основные элементы также имеют примерно одинаковую температуру конденсации. Конечно, ниже, чем у рефракторов.
Но с летучими элементами сразу видно, что здесь температура конденсации 50% снижается очень сильно и также монотонно. Так что здесь нет какого-то перегиба или чего-то подобного, не то чтобы все это немного снижается, а потом вдруг может быть. Выровни его так, чтобы он был ровным или что-то еще, но это монотонное падение температуры конденсации. Теперь мы посмотрим на верхний график. Сначала мы видим, что все преломляющие элементы в контуре пересекаются друг с другом. Они в некоторой степени похожи. Возможно, не совсем так в XY и CVC, там вы видите некоторые колебания, но в других элементах элементы относительно похожи друг на друга. Так что этот элемент в CMS и этот элемент в CM имеют примерно одинаковое количество. Нормализованная концентрация. Так что все огнеупорные элементы примерно одинаковы. Затем идут основные элементы, которые примерно диконтритические. И между собой они имеют примерно одинаковые концентрации. Тогда летучие элементы действительно очень сильно падают. Так что сразу видна совершенно четкая тенденция к снижению концентрации с увеличением волатильности. Но тогда есть перегиб. Здесь есть перегиб, и все волатильные элементы в контратаке между собой имеют одинаковую концентрацию. А не между противоборствующими группами, которые удерживали разные волатильные элементы. Но элементы, то есть изменчивые элементы между собой, имеют одинаковую концентрацию. Ну и если мы сейчас сравним это здесь с изменчивыми элементами, тогда мы увидим разницу. В то время как преломляющие элементы, то есть здесь впереди, основные элементы и изменчивые элементы, все показывают примерно одинаковую тенденцию, когда они преломляются. Все они имеют примерно одинаковую концентрацию, все они также имеют примерно одинаковую концентрацию, все они также имеют одинаковую концентрацию. Очень похоже. Температура конденсации на основных элементах тоже. Летучие элементы затем падают, у них тоже разные температуры конденсации. И вдруг здесь с этими очень летучими элементами, которые на самом деле продолжают падать при температурах конденсации. Мы видим здесь наверху, с этими узорами элементов, что они плоские. Так что есть какая-то разница, которую мы должны объяснить. Во-первых, почему вообще существует это неустойчивое истощение? И то, что практически считается классическим объяснением, это то, что если вы посмотрите на этот график здесь, он нормализуется к ди миллиграмм. То есть в точке 1 находится состав CI, который действительно нормализован к самому себе и следовательно всегда равен 1, потому что все созвездия делятся сами по себе. А потом мы посмотрим на любой другой метеорит, от меня до CM или CV, тогда это будет выглядеть примерно так, а затем происходит это неустойчивое истощение неустойчивых элементов. И это неустойчивое истощение, так что это как бы это объяснить, заключается в том, что в резервуаре не все летучие элементы сконденсированы, значит неполная конденсация. Там было, и поэтому эти элементы истощены в контратаке. Можно также сказать, что, возможно, материал был там, все конденсировалось, а затем стало горячим, часть испарилась, но не полное испарение. Тогда можно было бы ожидать аналогичной картины. В любом случае можно было бы ожидать, что эта модель будет выглядеть вот так, при соответствующих температурах конденсации, что она упадет почти до нуля. Так что все высоковолатильные элементы будут единичными, или что высоковолатильные элементы будут. Ты все меньше и меньше концентрируешься. Но то, что ты наблюдаешь теперь вот этот перегиб. И вопрос в том, как ты объяснишь этот перегиб. Этот перегиб действительно неглубокий. И то, что тоже неглубоко, это контуры CI. У них здесь тоже, так сказать, неглубокий рисунок из-за нормализации. И теперь у меня есть объяснение, что здесь был добавлен еще какой-то CI-материал. И эта добавка снова увеличивает концентрацию высоколетучих элементов в метеорите. У вас есть двухэтапный процесс. Во-первых, неполная конденсация или испарение. А затем, во-вторых, смешивание. Смешивание с материалом CI. И таким образом мы можем объяснить эти закономерности.
То есть эти изменчивые элементы плато, вот почему они также называются изменчивыми элементами плато, испытали примесь компонента CI после того, как эти изменчивые элементы, неполная конденсация или испарение, получили здесь эту изменчивую структуру. Важно то, что когда мы смотрим на элементные структуры угольных контратов, мы смотрим на пласт, в котором возник этот метод, и узнаем, были ли там такого рода конденсация, испарение и последующее возможное смешивание, например, CI-материал. И это то, чему мы можем научиться из общих композиций Коллигера-Кондрата. На этой так называемой электронной диаграмме Крейка, то есть на первой из этих двух, показана степень окисления или восстановления различных метеоритов в планарном теле. Это значит, что здесь вы узнаете что-то о том, как окислять или уменьшать это в областях, где образовались эти тела, или позже, когда эти тела, возможно, все еще образовывались, на более крупных, таких как планеты или что-то в этом роде. Для этой диаграммы здесь на оси X нанесена доля окисленного железа в процентах от общего количества железа по весу, а здесь на верхней части линии Y в процентах от общего количества железа. Ось. Доля восстановленного железа. Это означает, что на этой диаграмме в этом направлении материал более окислен, в то время как в этом направлении здесь он более восстановлен. Обычные контраты находятся здесь относительно посередине на диаграмме, причем N-контраты, то есть контуры с наибольшим содержанием железа, являются наиболее редуцированными, и контраты LL, в которых мало металла и мало железа, являются наиболее окисленными. Это означает, что здесь железа больше всего в силикатах, контурах LL и меньше в металлах. Обычные контраты, углеродистые контуры находятся дальше здесь, поэтому они более окислены, в то время как энзотидные контуры более восстановлены. Так что если бы образовался ряд от окисленного к восстановленному, были бы угольные контуры. Обычные контуры, энзотитовые контуры. И вы также видите это в энзотитовых контурах. Например, оливины почти не содержат железа. Некоторые металлы могут содержать что-то вроде кремния и так далее, потому что они просто чрезвычайно редуцированы. Для угольных контрит есть исключения, конденсаты CbCH, которые в целом сильно отличаются от других угольных конденсатов. И это также указывает на то, что они возникли по-другому, как полагают, появился в результате воздействия на материнское тело. Все подошвенные тела тоже очень разные. То есть от Марса, Земли, Венеры сюда тоже становится все более редуцированным. Значит, Земля здесь по сравнению с этим здесь уменьшена, а Луна, скорее всего, находится здесь дальше. Так что мы немного узнаем здесь, сколько там кислорода. В процессе образования этих разных метеоритов и тел. Мы видим это и здесь, что здесь есть группы, где это можно разделить, и даже в одних только кондратах уже очень большие вариации, так что весь диапазон вариаций практически налицо. Речь идет о Коллигене Кондратьеве. Обычный такой. Однажды здесь показана интересная диаграмма космохимии, которую любят показывать. Сначала здесь показано соотношение масс магния и кремния по оси X и алюминия по оси Y. Соотношение масс кремния. Три элемента интересны, потому что магний и кремний являются основными элементами, а алюминий является тугоплавким элементом. Теперь здесь нарисованы различные подошвенные материалы. Во-первых, здесь очень много этих серых точек, вот и все. Перидотит шпинели. Затем еще нанесен состав Земли, соответственно силикат, силикатная часть Земли, то есть объемная силикатная земля. Перидотиты шпинели и Земля теперь находятся в такой корреляции, который тогда также часто называли земным массивом. При фракционной кристаллизации, когда из мантии балк-силикатно-земного материала образуется расплав, расплав богат кремнием и алюминием. То есть этот расплав развивается примерно в этом направлении. Рестититовый материал – это тот самый шпинельный перидотит. Так вот, это примерно то, что мы видим здесь. И чтобы представить это немного лучше, у меня есть второй сюжет здесь, сделанный, который представляет все это в несколько увеличенном виде.
Так что то, что мы только что видели, было примерно здесь, а теперь я расширил это в том направлении, где я только что имел в виду. Это то место, где находится плавильный завод. Чтобы посмотреть, действительно ли там можно обнаружить плавильный завод. Я записал там данные из Герока, дифференцированную породу. И действительно, здесь, на этом участке, вы также найдете дифференцированную породу, которую вы должны были ожидать там. Так что это разные вещи: базальты, граниты и так далее. Следовательно, остальная порода. Здесь внизу такой рестититовый материал, а здесь наверху весь дифференцированный материал. Вернемся к сюжету, как это обычно бывает. Здесь внизу шпинельные периодотиты, там наверху примеры КТ Земли или выше, расплавы, и все это земной массив. Теперь здесь еще нанесены составы метеоритов. Так вот, здесь нанесены контуры анцертита, затем здесь есть обычные контуры, а здесь кодированные контуры. Значит, один раз анцертит, один раз обычный или обычный, и один раз вот угольные контуры. И все они теперь тоже падают по определенной линии. И эта линия называется космохимической тенденцией фракционирования. Солнце состоит из конденсатов Ci, похожих на конденсаты Ci и другие углеродные контриты, и находится здесь, в середине этих углеродных контритов. Все остальные контриты богаче кремнием, то есть они больше расположены в этом направлении, поэтому в них меньше магния, больше кремния. Земля, напротив, обеднена кремнием. Значит, вот здесь, в этом направлении. Здесь лежит объемная силикатная земля, и это единственный растительный материал, который обеднен кремнием. Что в некотором смысле удивительно. Ты всегда хотел бы знать, что это за строительные блоки, материал, из которого состоит земля. И ты, конечно, ожидал бы, что это там, где есть земля, но там ты ничего не найдешь. Ты даже не найдешь ничего, что истощало бы кремний, то есть что-то, что движется в направлении Солнца. И это то, что движется в направлении Земли. Это уже удивительно. И одно из объяснений, которое у тебя есть, заключается в том, что, возможно, в ядре Земли есть кремний. Существенный, так что несколько процентов кремния находится в ядре Земли. То есть это, так сказать, немного сместило бы всю эту тенденцию, которую вы видите здесь. То есть этот наземный массив, если я немного преувеличу это, может быть перемещен, так сказать, отсюда, где он находится в данный момент, сюда вниз. И, возможно, действительно изначально находился бы здесь. Соответственно, там, где находится Солнце, когда-то находился бы здесь. То есть, если бы весь кремний из Земли, из ядра на самом деле находился бы в самой Земле, возможно, здесь и находился бы настоящий массив Террас-3. Тогда это было бы, во-первых, объяснением того, почему Земля или Псея так бедна. По кремнию, во-вторых, объяснением того, почему мы не можем найти строительные блоки, потому что этих строительных блоков никогда не существовало. Или, может быть, эти строительные блоки у нас есть. Это, может быть, и есть кодовые блоки Кондратьев или обычные одноразовые конденсаты, но из этих строительных блоков кремний потом ушел в Землю. Так вот, эти объяснения были бы здесь. Это было бы объяснение этому, например. Еще одно наблюдение, которое можно сделать здесь, это посмотреть на противоречия в угле. А там видно будет, что эти угольщики контратакуют. Все они имеют примерно одинаковый магний-кремний. Это характеристика угольных контратов. Но просто различие в определенном диапазоне здесь, если вы посмотрите сюда, в алюминий-кремнии. И наиболее вероятным обоснованием этого является то, что угольные конденсаты содержат различное количество богатых кальцием включений, богатых алюминием. Были добавлены, и в результате алюминий увеличился. Это тоже примерно соответствует действительности. Резюме здесь находится на самом высоком уровне в этой таблице, и там вы также найдете наибольшее количество ЧИС, возможно, до 3–4%. Если вы посмотрите на диаграмму здесь и на эти элементы, вы можете сделать довольно много выводов о различных процессах в ранней Солнечной системе и относительно много объяснений. Одно объяснение, которого у вас пока нет, заключается в том, что переход в направлении энзотитовых контуров от угольных к обычным энзотитовым контурам, которые становятся все более богатыми кремнием. Магний и кремний являются основными элементами,
то есть изменить их концентрацию не так-то просто. Но в контурах энзотита должно быть получено значительно больше кремния. Соответственно, другой вариант должно быть было значительно больше материала. Здесь всегда было предположение, что возможно было очень много фосфоритного оливина, у которого соотношение магния и кремния равно 2. И если его удалить, то весь резервуар станет богаче кремнием. Однако ты не знаешь, где должен быть этот оливин, потому что, как я уже сказал, ты просто не нашел ничего, что могло бы быть особенно богатым магнием. Только что было все объяснение, что Эбен, возможно, больше склонялся в сторону угольных углей, потому что ты просто не нашел ничего, что могло бы быть особенно богатым магнием. Что богато магнием? Так почему обычные и конечные кондриты богаты кремнием, все еще остается открытым вопросом. На этом графике показан общий состав силикатной земли, некоторые характеристики и то, как они могут быть интерпретированы. Под силикатной землей мы изначально подразумеваем всю землю за вычетом металлического ядра. А состав получается из примитивного мантийного материала, из периодотитов, ксенолитов, привезенных из мантии Земли. На диаграмме сейчас вот здесь на оси Х нанесена 50% температура конденсации, которая здесь уменьшается в этом направлении. Под температурой конденсации 50% подразумевается температура, при которой элемент конденсируется на 50%. Это, конечно, не имеет прямого отношения к Земле, но восходит к временам до Земли, когда существовал протопланетный диск, и считается, что все когда-то существовало. Находился в более или менее газообразном состоянии, так что было очень жарко, все испарилось. Затем начинает конденсироваться, и при конденсации отдельные элементы начинают конденсироваться, и температура, при которой 50% элемента конденсируется, называется температурой конденсации 50%. И это та температура, которая нанесена здесь и здесь, постепенно уменьшаясь. На оси Y нанесено количество элементов, количество в Земле, и это одновременно нормализует количество Ки и по магнию, и по магнию. Все это представлено в виде массовых соотношений. При нормализации происходит разделение, а затем возникают массовые соотношения. Теперь еще представлены элементы геохимического характера, правда, когда-то зеленые литофильные, сидрофильные, атнофильные и шелькофильные. И, наконец, есть еще грубое деление на космохимические. Это когда-то тугоплавкое, основное и очень волатильное. И этот космохимический характер, конечно, напрямую связан с температурой конденсации 50%. А затем давайте посмотрим на элементы здесь подробно. Давайте начнем с элементов преломления с небольшим заполнением. Это те, что на самом верху. Так вот этот. И все они имеют примерно одинаковую частоту встречаемости или практически идентичны к контрамаркам CI. Затем примерно по основным элементам здесь наблюдается тенденция примерно в этом направлении. И в этом направлении здесь частота элементов уменьшается. То есть с возрастающей волатильностью. С понижением температуры конденсации на 50%, то есть увеличивается волатильность, температура конденсации уменьшается, и вместе с этим уменьшается и частота элементов. Я скоро вернусь. Снова вернемся к преломляющим элементам. Есть также сидерофильные и высокосидерофильные элементы, представленные здесь в этой области. Все высокосидерофильные элементы должны быть полностью в ядре Земли. Так что здесь все высокосидерофильные элементы должны быть практически на нуле. Но это не так, их все еще немного, и даже если это немного, это уже слишком. И это часто объясняют следующим образом. Говорят, что Земля разделена на мантию и ядро, и тогда эта дифференциация завершена.
Но сейчас, спустя некоторое время после этой дифференциации, возможно миллионы лет после дифференциации, снова происходит сильное воздействие астероида, крупного метеорита, а затем, вероятно, и астероида. И этот астероид имеет примитивный состав, примерно такой же, как и элементы управления CI. То есть он приносит с собой очень много металла. И этот астероид падает глубоко и попадает в мантию Земли, рассеивается в мантии Земли, растворяется в практически. Но поскольку дифференциация завершена, металл, который встречается только, возможно, более мелкими хлопьями, больше не может попасть в ядро. Опускаясь и оставаясь в мантии, полностью растворяется там. И этот металл, эти металлические элементы, эти сидерофильные и высокосидерофильные элементы находятся в ядре. И это именно те элементы, которые здесь поднимаются. То есть этот удар поднял в мантии Земли количество очень высокосидрофильных элементов. Другие элементы сейчас в изобилии, поэтому другие элементы, которые принесло это воздействие, также распространены как магний, кремний или что-то еще. Они сами по себе так распространены в мантии Земли, что вы не замечаете разницы. На самом деле вы видите это только там, где практически ничего не было. Теперь что-то присутствует в результате воздействия. Большая часть которого уже присутствовала, не внес большого вклада в это воздействие. И это с этими высокоситрофильными элементами. Есть и другие ситрофильные элементы, вольфрам, молибден, опять же некоторые из них. Ты можешь рассмотреть множество деталей, которые имеют разное содержание. И ты должен изучить это в деталях. В большинстве случаев эти конкретные количества зависят от распределения, то есть от коэффициента распределения. Вольфрам или молибден между, возможно, силикатом и металлом. А это, в свою очередь, зависит от валентности элемента, летучести кислорода, давления, температуры и так далее. Это все вещи, которые нужно, например, очень подробно исследовать экспериментально. Тогда мы возвращаемся к этому неустойчивому истощению. Так вот, здесь есть тенденция к снижению, и эта тенденция также называется тенденцией к истощению волатильных элементов. Волатильное истощение. И это в первом приближении изначально не зависит от геохимического характера. Будь то литрофил, сидрофил, шальков, это неустойчивое истощение одинаково для всех. Это означает, что, возможно, это связано не с фракционированием, а с чем-то другим. Возможно, с чем-то до возникновения Земли, а именно с резервуаром, из которого возникла Земля, с компонентами, из которых она образовалась. Земля возникла из-за того, что эти компоненты уже были объединены летучими элементами. Тогда подумай, почему эти компоненты объединены летучими элементами. Возможно, потому что, как я уже сказал, изначально все было в газообразном состоянии, и из этого все конденсировалось. Но если этот резервуар, этот газ был очень горячим, когда компоненты конденсировались, то летучие элементы не могли конденсироваться, потому что они были слишком горячими для этого. И поэтому они остались в газовой фазе и обеднели в конденсированной твердой фазе. И этим можно объяснить эту тенденцию к истощению здесь. Просто резервуар уже истощался, потому что он был относительно горячим. Значит, Земля возникла из горячего, неустойчиво истощенного резервуара, соответственно, предыдущего материала, из которого затем возникла Земля. И именно этим можно объяснить эту тенденцию здесь. Теперь, конечно, и здесь есть некоторые отклонения от элементов. Индий немного выше, висмут здесь немного ниже или медь немного ниже. Это отдельные элементы, это также могут быть группы элементов, такие как сера, селен и телур, которые здесь слишком низкие, или также важный свинец. Просто важный для датировки, что здесь что-то не так. И эти индивидуальные отклонения, которые также несколько различны для каждого элемента или группы элементов, опять же необходимо детально изучить с помощью экспериментов. И скорее всего они также связаны именно с этим. Разные валентные состояния, концентрация кислорода, давление, температуры и так далее. Все это можно немного прочитать из этого, или здесь вы можете найти именно те элементы, которые имеют это отклонение. Это один из фундаментальных сюжетов, особенно для Земли, но также и для космохимии, поэтому важно, чтобы это было примерно в каждом конкретном случае. Понимать отдельные элементы и уметь это представлять. И ты также можешь прочитать очень много о том, как возникла Земля и что все еще находится на ранней стадии. Но затем и позже, когда, например, произошла дифференциация.
Например, этот более поздний удар метеорита, который также называют поздним слоем. Вот этот знаменитый удар здесь. И для этого нужна именно эта диаграмма. Когда мы говорим о начале лета, система и протопланетный диск, мы также очень часто говорим об испарении, конденсации и так далее. Когда мы смотрим на балочные контуры, то есть на общую композицию, мы часто видим закономерности, которые указывают на то, что они возникли в результате неполной конденсации элементов или в результате частичного испарения. Когда мы смотрим на контроль, мы смотрим на твердые фазы. Конечно, было бы неплохо, если бы мы могли также посмотреть на газ, чтобы действительно убедиться, что газ имеет практически взаимодополняющий состав. Поэтому он богат летучими элементами и беден преломляющими элементами. У нас, конечно, больше нет газа, потому что его больше нет. Но может быть мы сможем найти аналогию. И для этого мы можем посмотреть на газ из межзвездной среды. Это то, что астрономы делают с помощью спектроскопии. И результаты измерений представлены здесь, на этой диаграмме. На оси Х сначала температура конденсации элементов 50%, понижающаяся справа налево. То есть в этом направлении также наблюдается рост волатильности. Так вот, здесь справа внизу, например, рефракция. Бактериальные элементы, такие как кальций, алюминий, а затем с другой стороны наверху летучие элементы, такие как кадмий и талий. На оси Y показан состав газа, нормализованные по солнечным частотам и в локальном масштабе. То есть нормализованные. И теперь мы можем взглянуть на образец один раз. И, конечно, мы сразу видим здесь, что наблюдается очень явное снижение от изменчивых элементов к преломляющим элементам. И кроме того, это снижение также полностью не зависит от геохимического характера элементов, который изображен в разных цветах, то есть зеленый литрофильный, коричневый хитрофильный и синий шелькофильный. Но это не имеет значения. Так что дело не в том, что здесь есть какая-то разница между фракциями. Геохимия или элементы с другим геохимическим характером имели бы место. Совершенно независимо от этого, полностью контролируется изменчивостью, не более того. Как мы можем объяснить эту закономерность сейчас? Проще всего, наверное, сказать, что из газа конденсируются несколько зерен, содержащих именно преломляющие элементы, а также, соответственно, преломляющие минералы. Возможно, кальций, алюминий, оксиды, может быть. Силикаты, кремний, магний также объединены. В отличие от этого, это логарифмическая шкала, часто по отношению к солнечным. Так что, возможно, здесь просто было изъято несколько зерен, которые забрали преломляющие элементы с чисто контролируемой летучестью. Теперь мы можем рассмотреть, каков состав этих зерен. И если преломляющие элементы отсутствуют, очевидно, что преломляющие элементы должны быть в этих зернах. Если это представляют эти зерна, то эти преломляющие элементы должны быть обогащены там, или я мог бы продолжить это. Нарисуй внизу. Может быть, просто солнечного света тоже было бы достаточно. Я просто хочу, чтобы это проиллюстрировало все это немного лучше. Тогда с возрастающей изменчивостью элементов. Уменьшай концентрацию, пока они не окажутся здесь внизу, то есть в значительной степени истощены в изменчивых элементах. Значит, эти зерна точно соответствуют составу газа. Да, должно быть, так оно и есть, это совершенно ясно. Балконные ступеньки теперь имеют точно такой состав, какой должны были бы иметь эти зерна. То есть, если мы предположим, что в межзвездной среде был газ примерно солнечного содержания, и там отсутствуют преломляющие элементы, и они сейчас вытягиваются в какие-то зерна. То есть происходит неполная конденсация. Который нашел это, тогда, кажется, имеет смысл по аналогии подумать, что и конденсаты представляют собой такую неполную конденсацию. Теперь мы смотрим на эти самые зерна в случае конденсатов, так что то, что здесь представляют собой зерна, в случае конденсатов, это именно конденсаты. Сам по себе. Это означает, и это утверждение этой диаграммы, что неполная конденсация, объясняющая закономерности элементов в дрейфах, кажется очень правдоподобной. Быть. На этой диаграмме здесь указан состав нашего Солнца относительно другого места. В непосредственной близости от Солнца. Я собираюсь поговорить о других звездах. Прежде всего, речь должна идти только о Солнце и о том, почему мы вообще проводим это сравнение, почему это важно. Прежде всего, сама диаграмма. По сути, нас интересует здесь только ось Y,
на которой находится атомарный магний-кремний. Соотношение нанесено. Ось УАЙ здесь не имеет большого значения, это металличность звезды. То есть железо по соотношению водорода, опять же автомат, точная форма указана здесь. Это показатель возраста звезды. Как я уже сказал, это изначально не должно иметь здесь значения. Теперь давай сначала посмотрим на Солнце. На Солнце соотношение магния и кремния составляет чуть более 1. Примерно 1,5 соотношение магния и кремния в атомах. Соотношение массы и веса, конечно, недалеко от этого. Что это значит сейчас? При соотношении магния и кремния 1, когда все превращается в горячий туман и он начинает конденсироваться, все минералы там должны быть в основном пироксеном. Возможно, с добавлением небольшого количества оливина. В частности, если к этому добавляется еще немного железа, то скорее всего в нем должно быть еще больше оливина и еще меньше пироксена. То есть, если мы посмотрим в метеорите, мы должны найти в основном эти два минерала. Мы тоже это делаем. Но мы находим не только это, мы также иногда находим немного кварца. И мы часто видим, что они контранзонированы. Это означает, что у них ядро из оливина, вокруг него пироксен, а иногда и еще один край из кварца. Вот чего нам не следует ожидать от этого соотношения магния и кремния равного 1. И поэтому мы интерпретируем эту последовательность Олвина-Пиркса в кварце как фракционная конденсация. То, что мы сейчас наблюдаем, точнее астрономы наблюдают спектроскоп. В некоторых других протопланетных дисках там тоже есть кварц. Ты можешь измерить там зерна, и ты увидишь, что там тоже есть кварц. И теперь ты можешь найти два объяснения этому кварцу. Это объяснение состоит в том, что там происходит то же самое, фракционная конденсация, которую мы наблюдаем у нас, или что эти другие звездные системы, диски, просто имеют другой состав, что просто они богаче кремнием, и поэтому там появляется кварц. И чтобы отличить это сейчас, эта диаграмма важна, потому что для второго объяснения нужны системы, богатые кремнием. Но здесь мы видим, что в основном все звезды – это линейный масштаб, а не локальный масштаб, ось УАЙ, что все системы имеют одинаковый состав, как Солнце. Так вот, здесь в этой области речь идет о нескольких процентах, может быть десятках процентов, которые отличаются. Во многих из них магния даже больше, чем кремния. То есть кварц, который мы наблюдаем в этих других дисках, это скорее показатель того, что там есть магний, чем кремний. Также происходит фракционная конденсация, как у нас. То есть процессы, по-видимому, происходят одинаково в различных образующихся дисках. Что уже важно, что наша Солнечная система, возможно, не имеет никакого отношения к тому, что происходит в других дисках. Это типично. И скорее всего дело не в том, что эти другие системы просто богаты кремнием. Вот почему эта диаграмма важна. Другие звезды имеют аналогичное соотношение магния и кремния. И из этого мы можем сделать вывод, что там также произошла фракционная конденсация и происходят те же процессы. Единственное, что нужно добавить к этому, на что следует обратить внимание, это то, что в этих наблюдениях вы часто обращаете внимание. Если посмотреть на такой диск сбоку на протопланетарный диск, то он выглядит следующим образом. Он обычно поднимается так высоко, вот Солнце, вот этот диск, который движется в обоих направлениях, так что он вот так бегает сзади. И ты сейчас в основном наблюдаешь за поверхностью этого диска, и ты не смотришь сюда, если здесь еще есть такая центральная плоскость, вот так. В этом протопланетном диске есть средняя плоскость. Ты не смотришь в это сейчас, потому что для этого все это слишком непрозрачно визуально. Ты все еще можешь привести аргумент, да, ты не совсем видишь диск, так что ты действительно не знаешь, откуда берется информация с этим кварцем. С другой стороны, ты думаешь, что здесь может быть турбулентность и так далее. Сейчас это заходит относительно далеко. Но это, пожалуй, единственное, что нужно иметь в виду во всем этом, чтобы ты не думал обо всем этом в любом случае. Но в целом похоже, что то, что происходит в нашем маскировочном диске протоплана, вполне отражает то, что происходит и в других дисках, и то, что происходит в других. Наоборот, в космохимии, как и в геохимии, мы очень любим нормировать наше частое использование. Нормирование означает, что мы берем анализ одной породы и представляем ее относительно другой породы. Вот, например, мы берем контуры CV в метеорите и хотим изобразить контуры CI относительно них. Это обычно означает, что если вы просто нормализуете, вы делаете CV через CI.
Теперь есть и двойная нормализация. При этом нормируется не только CV на CI, но и еще на один элемент. Потому что ты просто говоришь, да, ты просто хочешь увидеть отклонение только относительно одного элемента. И в этом случае ты проводишь CV-анализ по D, а затем еще относительно магния. Значит, ты делишь и это. А иногда и ты приходишь в норму на магний, а затем на Ки. Значит, наоборот. И ты спрашиваешь себя, это то же самое сейчас или что-то другое. И я сейчас проведу здесь нормализацию, чтобы действительно точно показать, как это работает. Итак, здесь сначала даны анализы на CV и CI контрацепцию, а именно на 4 элемента: кремний, алюминий, магний и кальций. Вот резюме, вот резюме. Теперь я просто нормализую это. Так что я напишу здесь нормализованный анализ. И при простой нормализации, как я уже сказал, я действительно делю CV на CI только один раз. Больше ничего. И тогда я делаю это для всех четверых. Вот у меня теперь резюме на CI, так что резюме на CI кремний, резюме на CI алюминий, магний и кальций. И тогда я покончу с этим. Теперь я могу взять эти значения здесь и построить их. Очень просто. Я пойду туда, построю их сейчас, и теперь у меня есть линейный график. Теперь я могу написать здесь на оси Y. Контуры CV нормализованы к CI, потому что теперь я сделал CV через CI. Это нормирование, простое нормирование. С этим покончено. Теперь мы хотим не только сделать простое нормирование, но и хотим дополнительно нормировать по магнию. Потому что если вы представите это здесь на диаграмме, у вас есть какие-то значения, где оно самое высокое, а самое низкое около 1,5. Но теперь мы хотим, чтобы это могло быть по-другому, да, может быть значение даже намного выше или намного ниже, чтобы соответствовать этому значению. Немного проще представить и еще лучше сравнить их между собой. Давай, может быть, сделаем нормировку на магний. Мы хотим, чтобы магний был на уровне 1. То, что мы делаем, это то, что мы просто делим этот анализ, который мы уже нормализовали для Ки, снова на магний. Так что анализ нормализуется для магния. Так что это было бы нормировано на Ки, а здесь внизу в основном на Ки и магний. И то, что я сейчас делаю, на самом деле я просто сказал, что сейчас я беру это значение и делю его на магний. Так что теперь это был кремний. После этого я беру алюминий и делю его на магний. Теперь я перехожу к магнию. Магний я тоже делю на магний. Конечно, выходит 1. Вот и 1. И, наконец, кальций, который я делю на магний. И теперь у меня здесь нормализованный анализ на D и на магний. Тогда я тоже смогу все это построить. И теперь ты видишь, что магний здесь, число выбрано не очень красиво в четном месте, но сейчас оно здесь равно 1. Тогда я вижу, что алюминий обогащен так же, как магний, как и кальций. Кремний почти такой же. Так что поле магния и кремния здесь было бы примерно таким же. И это то, что мы могли бы написать здесь на оси Y, нормированный на CI и магний. Что сейчас, когда он стоит там, нормированный на магний и CI? Что ты делаешь в этом случае, так это то, что я когда-нибудь полностью сотру это. Теперь ты нормализуешь содержание магния. Теперь ты нормализуешь только один элемент. Ты тоже мог бы это сделать. И здесь ты на самом деле делаешь то же самое. То есть кремний, разделенный на магний. Или я должен оставить остальных ненадолго, чтобы потом ты мог увидеть, в чем разница или нет. Так что я просто перенесу это сюда, и тогда ты сможешь сравнить это позже. Значит, и сейчас получает нормированный уровень магния. А затем, как я уже сказал, кремний делится на магний, затем алюминий делится на магний делится на магний и кальций делится на магний. А потом у нас теперь есть эта нормировка на магний. Мы делаем то же самое для Ки.
Для этого я могу скопировать это здесь, а потом ты сделал то же самое здесь. Теперь у меня везде все нормализовано до уровня диоксида магния. Теперь я скопировал это еще ниже. Теперь кремний нормализован до магния, алюминий нормализован до магния, магний до. Кальций нормализован до магния. Так что эти двое здесь на CV и CI теперь нормализованы до магния. И теперь я делаю нормировку на магнии и на CI. И для этого я делаю то, что я делал, когда я делал это здесь на первом этапе. Сделал, а именно я теперь делю резюме на CI. У меня сейчас есть данные по магнию, теперь у меня есть эти данные, и я сейчас нормализую их по D. Это означает, что я делаю кремний, деленный на D. Затем я делаю алюминий, деленный на диалектное. Затем я делаю магний, я могу сделать это и так, это 1 на 1, а затем я делаю еще кальций, разделенный на D. И тогда у меня есть эти уровни. Сейчас у меня норма на магний, а потом на D. И когда я сравниваю их сейчас с другими, которые я делал раньше, то есть с теми, что здесь, я вижу, что они идентичны. Да, вот эти, если я немного подкрашу их, чтобы было немного лучше видно. Этот здесь и этот здесь. Они идентичны. Это означает, что независимо от того, есть ли там нормированный на D, а затем на магний, или нормированный на магний, а затем на D, не имеет значения. В обоих случаях получается одно и то же. Так что можно смело идти обоими путями. И вот как работает стандартизация. Простая стандартизация, когда вы просто делите только на CI, а затем двойная стандартизация, когда вы делите еще, например, на один элемент. Мы часто хотели бы знать общий состав объекта, породы, компонента или чего-то еще. И особенно в космохимии мы часто имеем в своем распоряжении только тонкий слой. Это значит, что мы смотрим на все это в двухмерном масштабе, а затем хотим знать, каков общий состав ЧИС, Кандрио матрицы, всей огранки и так далее. И здесь я хочу объяснить, как это можно сделать. На примере вот этого Кандрио. Это изображение в неправильном цвете. Здесь в синем это биоксен, в красном оливин, а в зеленом полевой шпат. Поскольку отдельные фани имеют значение, я сейчас расскажу только о цветах. Тогда это будет немного легче. Теперь мы знаем здесь две вещи. Первое – это состав. Эти разные цвета. Например, сколько кремния в синем, сколько кремния в красном и сколько кремния в зеленом. Что мы, конечно, можем сделать, так это подсчитать долю разных цветов. Так, сколько там пикселей красного, сколько пикселей синего и сколько пикселей зеленого. Это называется модальным запасом синего, зеленого, красного или просто модальным запасом пироксена для оливин из полевого шпата. И исходя из этого модального запаса и состава этих различных фаз, мы можем затем рассчитать общий состав. Сначала ты можешь просто подсчитать это здесь, и возможно тогда у тебя будет что-то вроде синих пикселей, скажем 200, красных пикселей, может быть 1000 и зеленых. Пикселей может быть 100. Тогда у нас будет в общей сложности 1300 пикселей. И теперь мы знаем разные составы. Скажем, в синем есть 20% кремния. И теперь мы хотим знать, сколько составляют эти 20% в целом, в общем контрасте. Да, контра равна 1, и сколько составляют эти 20% от общего контраста. То есть, поскольку общий контра равен 1, но у нас здесь общая сумма составляет 1300, мы должны сначала перевести эти 1300 в доли. Так какова доля синего в этих 1300? И что вы здесь делаете? Вы берете синий, то есть эти 200, и делите его на 1300, то есть на сумму всех этих других цветов здесь. И мы получаем результат, который был бы примерно 0,15 или даже 15,38% синего. И мы можем умножить эту долю на количество кремния в нем. Так что да, это было бы в данном случае 20%, так что я мог бы написать здесь перед этим, и я, возможно, хотел бы представить это немного более наглядно.
Итак, у нас есть вот эти 1300. Я мог бы также написать это здесь, 200 плюс 1000 плюс 100. И вот здесь наверху были именно эти 200. И затем у нас есть доля, вот эти 0,15, доля синего в этом общем контуре. И затем я умножаю эту долю на эти 20%. Я могу написать это здесь наверху, независимо от того, пишу ли я это спереди или сверху, это одно и то же. И это дает мне долю кремния в синей фазе. И к этому я добавляю долю кремния в красной фазе. Сейчас в красном, скажем так, 25% кремния. А это 1000 пикселей. И я добавляю к этому еще и долю кремния, скажем, 40% в зеленых пикселях. Их было 100. И если я сложу все это вместе в форме, я получу общую концентрацию кремния в этом квадрате. Я могу запустить это здесь, тогда я получу вот это число. Напиши вот такой конец, тогда я получу его. А это значит, что весь состав — это 25,38% кремния по весу в этом квадрате. И это то, как работает эта модальная рекомбинация в принципе. Теперь вот еще кое-что по этому поводу. Во-первых, здесь знаменатель внизу всегда одинаков. Там всегда 200 плюс 1000 плюс 100, 200 плюс 1000 плюс 100. Это значит, что я могу собрать это воедино. Это значит, что я могу написать об этом вот здесь наверху. Плюс и еще вот здесь наверху, плюс вот это. И тогда вот это то же самое. Из этого выходит то же самое. Все это уже кое-что меняет. Проще и понятнее. Но теперь дело в том, что разные фазы там, оливки, пироксен и так далее, имеют разную плотность. И я хотел бы немного проиллюстрировать это крайними цифрами. Итак, предположим, что здесь речь идет о синем, и скажем, синий имеет плотность 1. И вот это красное, и вот это имеет плотность 2. Плотность 2 означает, что здесь просто в 2 раза больше кремния. В данный момент это означает, что у вас было бы в 2 раза больше кремния, иначе у вас было бы не 1000 пикселей, а 2000 пикселей. Да, тогда можно было бы написать здесь дважды эти 1000, потому что это вдвое больше. Теперь это должно быть. Если здесь написано 2000, то, конечно, это 2000 должно появиться и здесь внизу. Ты не можешь стоять здесь 1000, но ты должен стоять здесь 2 раза по 1000. И если бы здесь сзади плотность зеленого полевого шпата, возможно, была бы 3, то здесь ее не было бы, тогда это было бы похоже на 300 пикселей. Это значит, что если бы здесь было 3 раза по 100, то здесь тоже должно быть около. Внизу стоит 3 раза по 100. И синий цвет теперь был 1, но сам по себе он должен был бы обозначать 1 на 200, и, конечно, здесь внизу тоже 1 на 200. И в форме вы еще добавили сюда плотность и скорректировали для разных плотностей. И поэтому это называется коррекцией плотности. И эта коррекция плотности всегда должна присутствовать при этой современной рекомбинации. Но тогда и с тем, что здесь написано, у вас есть окончательная версия современной рекомбинации. Это означает, что вы также можете немного переписать все это. Я, может быть, просто оставлю это, чтобы ты сразу все лучше увидел. Тогда я снова напишу здесь разрыв. Теперь ты стоишь здесь, вот здесь. Это концентрация элемента. Я просто ставлю это на букву S. И я оставлю все как есть. Я мог бы написать это и на S, но так будет еще проще. Раз S, вот и получается 1, 1 была плотностью. Для этого я напишу здесь D для плотности. Или я мог бы сделать D для плотности. Я оставлю это D для плотности, то есть греческое сырое для плотности. А на третьем месте здесь указано количество пикселей. И это действительно модальный компонент, и он часто обозначается большим крестиком. Это означает, что здесь внизу написано X. А потом все это плюс, а потом я должен написать все это снова. Так что это в основном будет C1, D1, X1, а затем плюс C. Я могу написать это еще раз, C1, D1, X1. А затем я бы написал здесь, во втором месте, затем 2. 2 и так далее. И здесь внизу будет стоять, это была плотность, то есть здесь стоит D1 раз, затем идет сюда,
это x умножается на x1+, а затем d2 умножается на x2. И это немного более формализовано. И теперь ты можешь написать все это снова по-другому. А именно, эта сумма здесь, там сейчас будет следующее, плюс C3, D2, 3 и так далее. Так что это тоже можно записать как такую сумму. Значит, у тебя здесь ktx, а здесь внизу у тебя dx. И тогда ты можешь написать здесь, что это такая-то сумма. Да, так что ты мог бы опустить все это здесь сейчас. Тогда здесь была бы сумма ktx, деленная на сумму dx. И вот это в самом конце, вот эта формула для модальной рекомбинации включительно. Культура плотности. И если ты хочешь сделать все это не для элементного состава, а для изотопного состава, тогда тебе нужно добавить сюда еще состав изотопов. И это было бы, я сейчас не буду вдаваться в подробности, но это было бы эквивалентно всему вышесказанному, только тогда тебе нужно еще добавить состав изотопов. Для разных, значит, нужна еще и концентрация элементов. Концентрация элементов здесь работала бы как своего рода плотность, потому что, если в фазе больше одного элемента, скажем, железа, то, конечно, это также оказывает большее влияние на общую изотропию. Как будто в другой фазе меньше железа. Поэтому единственное, что могло бы здесь появиться, это состав, изотопный состав, как если бы добавить сюда, например, дельту, и теперь концентрация. Количество концентрации примерно так. Что-то похожее на то, что было раньше, плотность должна снизиться, так что это тоже должно быть нормализовано. То есть, если в одной фазе есть 20% железа, то это похоже на то, что есть и в другом элементе в другой фазе. В нем 10% железа. То есть в одной фазе железа в 2 раза больше, чем в другой, это так? Это как если бы пикселей было в 2 раза больше, чем было раньше по плотности. Вот почему он здесь наверху, у него есть концентрация. Это как плотность, и поэтому он должен быть здесь внизу. То есть это модальная рекомбинация для элементного состава. Так что вы можете представить здесь объем Си равен этому, а вот это ниже модальная рекомбинация для изотопного состава. Изотопный балк из меня равен этому. И вот как работает модальная рекомбинация для расчета общего состава компонентов пород целой породы. Изотопы всегда представлены в соотношениях. Иногда это называется немного, потому что соотношения могут быть лучше измерены. Но это так неправильно, потому что никогда не измеряются соотношения, а всегда измеряются отдельные изотопы. Например, железо 56 измеряется на одном детекторе в приборе, а на втором детекторе железо 54 измеряется в приборе. В то же время, но соотношение не измеряется, оно рассчитывается впоследствии. Иногда изотопы также измеряются последовательно. Это зависит от изотопной системы, от настройки машины и так далее. Тогда почему мы указываем соотношение? Мы можем показать это на простом примере. У нас есть две породы, вот одна порода, и это должно быть процентное содержание железа в породе, и вторая порода, в которой точно такое же количество железа. И тогда в ней есть какие-то другие элементы, которые, как говорят, содержат железо. Остальные элементы. А сейчас в одной породе столько-то железа 56, в другой породе столько-то железа 56. И когда мы измеряем это, то обнаруживаем, что там разные уровни железа 56. Но если у нас есть третья порода с большим количеством железа, то есть общая концентрация железа, то это остальные элементы. И тогда, может быть, эта пропорция может быть одним железом 56. Теперь мы не можем сравнивать это напрямую, потому что в нем тоже больше железа. Это означает, что нам нужно сначала перевести это на концентрацию железа в породе. Так что нам нужна какая-то ссылка на это. И тогда это начинает усложняться, а затем фактически становится неточным. Но нам нужна справка. Это примерно то же самое, когда вы оцениваете концентрацию элементов в горных породах. Сравнивая их друг с другом, также часто нормируется на элемент, на состав CI и так далее. И также нормализуется изотопный состав породы.
И есть возможность для изотопов нормализовать это на другой изотоп того же элемента. И, например, для железа вы могли бы сказать, мы смотрим не на железо 56, а на железо 56 относительно железа 54. И тогда мы можем легко сравнить это с соотношением железа 56 к 54 во второй породе. Это означает, что теперь у нас есть образец здесь, например. Образец 1 с железом 56-54. Тогда у нас есть образец 2 с другим железом 56-54. Тогда у нас есть образец 3 с еще одним железом 56-54. И тогда мы можем начать смешно сравнивать это друг с другом. И тогда мы действительно сможем увидеть, существуют ли различия совершенно независимо от того, сколько железа содержится в самой по себе породе. Такое сравнение, конечно, не будет особенно значимым, или ты немного заблудишься, потому что точно не знаешь, что на тебе надето. Вот почему я, конечно, смотрю на все это относительно стандарта и сравниваю все образцы относительно стандарта, и тогда ты можешь дать очень хорошие показания. Делаем по разным составам. И это именно то, что ты делаешь. У тебя есть соотношение железа 5654 в образце, а затем ты сравниваешь это соотношение с соотношением железа 5654 в стандарте. И если сейчас у образца и стандарта точно такое же соотношение, то, конечно, получается 1. И если сейчас у образца соотношение немного выше, чем у стандарта, то выходит значение больше 1. И если у образца соотношение меньше, чем у камня, то выходит значение меньше 1. Так что у нас всегда есть значение около 1. Но сама цифра 1 ничего особенного не говорит. И если у нас есть точка отсчета обычно, естественная точка отсчета, то, конечно, мы предпочитаем выбирать 0. Там у нас есть что-то большее 0, меньшее 0, равное 0 или что-то в этом роде. И это то, как ты это делаешь. И чтобы свести это к 0 целым, ты вычитаешь здесь 1. И если ты вычитаешь здесь 1, тогда если образец и камень равны, снова получится 1, минус 1 таким образом дает 0. Если в образце это немного выше, то у тебя будет немного больше 1, минус 1, то есть все это больше 0. А если это маленькое 1, то тем самым оно становится меньше 0. И поэтому у тебя всегда есть значения, близкие к нулю. Сейчас различия в соотношении изотопов очень малы. Так что здесь у вас есть ценности. 1, конечно, всегда одни и те же. Если это больше 0, то может быть это 0,3. Если это меньше 0, то может быть это минус 0,2. Значит, очень маленькие значения. Но вот еще что, здесь написано минус 0,2, а для изотопов очень полезно, чтобы положительные значения также имели знак плюс. Это делает все это намного более понятным, потому что тогда вы можете намного лучше различить разницу, особенно в потоке. Ты всегда должен это делать. Но теперь у тебя есть эти маленькие цифры, ты тоже не хотел бы их иметь. И поэтому вы умножаете весь этот член здесь еще на коэффициент s и этот коэффициент s, который мог бы быть, например, 1000. И в этом случае все это называется дельта обозначением и записывает за ним промилле, потому что это действительно части от 1000. Си также может быть 10 тысяч, и тогда это будет обозначение эпсилона. Сейчас нет знака для обозначения эпсилона. Нет знака для частей из 10 тысяч, поэтому за этим ничего не стоит. Или 10 может быть миллион, и тогда это будет называться, и здесь вы пишете ppm для частей на миллион. В случае с железом это было бы, скажем, дельта, и тогда всегда очень приятно, когда здесь указывается соотношение. Что и здесь в этом термине, так что это соотношение здесь не просто дельта. Так что прежде всего и то, и другое, чтобы ты тоже знал, что такое ссылка. Дельта Айзен, скажем, 1,3, и тогда это было бы в дельта промилле. Если считать эпсилон 56,54 Айзена, то это было бы 10,3. Здесь больше нет никаких указаний. При I, возможно, не имеет смысла умножать здесь на такое большое число. Но у радиогенного магния очень маленькие значения, то есть очень много нулей. Тогда это имеет смысл, тогда может быть даже будет 2,4, и тогда здесь в этом случае будет 1 промилле. То есть до всего этого в этом случае все еще будет здесь 56,54. Железо это то же самое.
И тогда от s было бы 1000, если бы здесь была дельта. И обозначение, как вы часто видите, так что это образец RR для отношения, так что это то, что здесь выше, деленное на отношение от подставки. Это то, что здесь внизу, -1, и все это умножается, например, на 1000, если это обозначение дельта будет из-за двух изотопов элемента. И это обозначение, каким мы его знаем и как оно очень часто изображается. Важно отметить, что в первый раз это просто обозначение. Это не делает никаких заявлений о каких-либо фракционированиях. Для этого ты должен сам взглянуть на фракционирование изотопов. Так что, например, на графике из 3 изотопов с дельта против дельты ты не можешь вывести, где образцы, где точки. А иногда, когда точки здесь падают на какие-нибудь изогнутые линии, ты принимаешь не дельту, а линеаризованную форму. И в этой линеаризованной форме в некотором смысле уже есть закон деления. Это дает вам больше линейных зависимостей. Сама дельта-нотация — это, во-первых, просто указание на то, как ее представлять, не содержит никаких дополнительных утверждений. Возможно, было бы важно еще раз все это запомнить. И это обозначение результатов измерения изотопов. Когда ты работаешь с изотопами и с обозначением изотопов, вычислением, распределением изотопных соотношений между двумя фазами, ты постоянно сталкиваешься с приближением. И в этом приближении говорится, что А-1 — это примерно то же самое, что и натуральный логарифм А. Примером может служить то, что коэффициент деления альфа-1 равен дельта А минус дельта В, или же натуральный логарифм от коэффициента деления альфа равен дельта А минус дельта Б. И здесь у вас было бы такое приближение, когда вы говорите, что это примерно то же самое. И тогда, конечно, вы спрашиваете себя, почему это то же самое. Это само по себе выглядит относительно по-другому. Кроме того, существует не только это приблизительное написание, но и то, что a — это примерно натуральный логарифм от a плюс 1. Это кажется достаточно ясным. Здесь 1 нарисовано на странице. Но есть и еще а — это примерно натуральный логарифм от a плюс 1 в скобках. И здесь это уже не так очевидно, потому что, конечно, здесь это больше не работает. Ты не можешь просто поместить эту цифру 1 вот в эту скобку. И чтобы немного разобраться в этих отношениях, я хотел бы изобразить все это в виде сюжета. Для этого я сначала вызвал математика и начал писать сюжет здесь. Сначала просто из этого А-1. Тогда я заявляю, что переменная А — это переменная, и переменная должна быть изменена с -2 на +2. И затем я добавляю это туда, и получается такая линейная зависимость. Ясно, что функция А-1. Теперь эта функция должна быть такой же, как натуральный логарифм А, и натуральный логарифм записан здесь как логарифм, но это натуральный логарифм. Тогда я добавлю функцию, и ты сначала увидишь, что они очень разные, но также и то, что в них есть некоторый логарифм. Есть определенная зона перекрытия. И все вокруг значения a, то есть по оси x a равно 1. И поэтому я немного увеличиваю это значение до 0,9 и 1,1 по оси x. И вот тут я вижу, что эти две функции действительно очень близки друг к другу. И это именно то, что под этим подразумевается. Итак, когда вы делаете это приближение, вы говорите, что здесь есть две функции, и значение функции, то есть значение y, этих двух функций находится в этом диапазоне значений. От 0,9 до 1,1 примерно то же самое. Вот что подразумевается под этим приближением. Это, конечно, очень похоже на что-то подобное. Вы часто смотрите на очень небольшие различия в изотопах или на коэффициент фракционирования. Они также очень малы, они всегда примерно около 1. И тогда, вероятно, возможно такое приближение. Ты тоже можешь посмотреть на это в деталях. Ты можешь пойти и сказать, что ты рисуешь здесь -1 спереди, и из этого ты вычитаешь эту функцию. И тогда ты видишь, что между ними есть разница. То есть она достигает максимума, если взять этот диапазон значений от 0,9 до 1,5, то разница между этими двумя функциями составляет максимум около 0,005. И ты должен задать себе вопрос: это такая маленькая разница, что это не имеет значения? И тогда я, возможно, смогу использовать это приближение, если оно удобно для каких-либо расчетов или играет другую роль,
тогда, конечно, мне не разрешат использовать это приближение. И часто вы находитесь не между 0,9 и 1,1, а в очень-очень небольшом диапазоне здесь, и тогда, возможно, вы просто ошибаетесь. Пока при разнице между обеими функциями 0,1. Так вот, это тоже очень похоже на вопрос, можно ли сделать это приближение или нет. Но сейчас было не только это первое приближение, так вот это. И я увеличиваю это еще раз, чтобы проиллюстрировать это немного лучше. Теперь не только было это приближение, но и было сказано, да, все то же самое, если вы сделаете здесь логарифм плюс 1. И это тоже было сначала ясно, потому что это можно просто так изменить. А потом ты смотришь на этот сюжет. И то, что ты видишь, это то, что он просто переместился сюда. Здесь при x она становится равной 0, она проходит через минус 1, здесь она проходит через 0, потому что у больше нет точки пересечения. И функция логарифма тоже просто сдвинута. А что сейчас с третьим, что сейчас было не так очевидно, а равно, а потом плюс 1 здесь в скобках. А дело в том, что функция логарифма тогда сдвинулась по-другому. Функция логарифма начинается здесь, и один раз она сдвинулась вверх, и один раз вы можете сдвинуть ее влево. И это тот случай, что если сейчас здесь то вы можете сдвинуть ее отсюда один раз вверх. Это было бы, если бы вы записали плюс 1 после логарифма. Или она сдвинута влево, это если бы вы записали плюс 1 в скобках. И поэтому все эти вещи здесь эквивалентны. Значит, минус 1 равно логу равно логу плюс 1 и равно логу а потом от плюс 1. И вот как работает это приближение минус 1 равно натуральному логарифму от а. Как я уже сказал, всегда нужно следить за тем, можно ли использовать это приближение для конкретного случая. С большинством изотопов все в порядке. Изотопы часто обозначаются в терминах дельта, эпсилон или ми, что обычно означает, что дельта равна, а затем соотношение в образце делится на соотношение изотопов в стандарте. Минус 1 все время на 1000. Изотопы часто отображаются на графике из трех изотопов. Например, у вас есть дельта 18, 16 кислорода по оси X и дельта 17, 16 кислорода по оси Y. И линия фракционирования, если это, например, кинетическое фракционирование, то примерно так проходит через этот изотопный график. А в случае с кислородом здесь наклон примерно такой. 0,522. Сейчас, особенно с метеоритами, есть образцы, которые сильно отклоняются от этой земной линии фракционирования, как ее еще называют, то есть ГФЛ. Сильно отклоняются от этой линии. Они лежат, например, здесь. И теперь вы хотели бы количественно оценить это отклонение. И для этого вы вводите обозначение большой дельты. С обозначением большой дельты нужно быть немного осторожным, потому что большая дельта используется в разных контекстах, особенно с изотопами. Это на самом деле обозначение и звездное положение в этом графике с тремя изотопами. Это обозначение большой дельты обозначает расстояние, перпендикулярное расстоянию этой точки от земной линии фракционирования. Так вот это и есть большая дельта. Теперь ты знаешь уравнение для земной линии фракционирования. МХ плюс 0. Потому что это кривая по определению, потому что она нормирована по земному стандарту изотопов кислорода, проходит через 0. Значит, начало где-то здесь 0,0. Если ты хочешь сейчас определить это отклонение, то эта дельта здесь в сущности не что иное, как пересечение оси B. Если мы снова посмотрим на это уравнение здесь, в этом уравнении мы знаем с этой точки y, так что y известно, x также известно. И в сущности мы тоже знаем уклон, если мы просто примем тот же уклон, что и здесь. Это означает, что уравнение прямой линии здесь для этой точки можно восстановить, где y равно mx плюс b. И m теперь должно быть именно этим значением. Тогда здесь y равно 0,522 x плюс b,
и это можно преобразовать в y минус 0,522 x равно. И тогда можно преобразовать в y минус 0,522 x равно, и тогда можно теперь вот b написать или просто эту дельту. Потому что дельта — это как раз то, что мы в основном хотим выяснить. Это означает, что с помощью этого уравнения здесь мы можем вычислить дельту. Или пишется по-другому, дельта в данном случае равна дельте 17, 16 О минус 0,522. Раз, а затем дельта 18, 16 О, и тогда это большая дельта. И все это у меня снова есть. Это изображено в интерактивном режиме. Это снова тот же самый трехатомный график, в котором теперь используется железо, а не кислород. И если вы немного поиграете с дельтой X, скажем, в случае, если дельта 5754 изменится здесь, то вот здесь можно увидеть, как меняется соответствующий пункт, так и будет. Конечно, лежит на линии, параллельной голубой земной линии фракционирования железа. И соответственно, если я изменю дельту y, то получится дельта 56, 54 железа. Ты тоже это видишь, и я, конечно, тоже мог бы сделать все это для кислорода. То есть 17, 18 и как нормализация 16. И тогда это выглядело бы так, что теперь все это было бы для кислорода. И соответственно, если изменится либо 17, 16U, либо 16, обозначение оси здесь не совпадает, изменится и серия параллельно с этим. И это обозначение большой дельты или дельты капитала для изотопов. Обозначения в радиоактивных изотопных системах в принципе идентичны обозначениям в стабильных изотопных системах. Например, дельта равна, тогда отношение изотопов в образце равно отношение изотопов в стандарте минус 1, все умножено на 1000 и имеет значение дельта. Или умножено на 10 тысяч, и у одного есть значение дельта, или умножено на 10 тысяч, и у другого есть значение дельта, значение эпсилона. Теперь здесь внизу есть этот стандарт, к которому нужно стремиться. И мы хотим взглянуть на это в системе радиоактивных изотопов. Например, когда люд-776 распадается на гафний-176. Нормализующий изотоп здесь в системе всегда составляет 177 гафний. Я пишу это с обеих сторон. Вот, например, сейчас мы измеряем 176-77 гафний в породе и хотели нормализовать его до стандартного уровня. В качестве стандарта мы сейчас выбираем то, что часто делается, кондритический унитарный резервуар или КИОР. Этот резервуар КИОР также меняет свой изотопный состав с течением времени, потому что даже в CI-конденсатах со временем происходит распад. Лютеций превращается в гафний. То есть возникает вопрос, к какому соотношению гафния 176 177 мы вообще нормализуем. Мы нормируем на то, что мы измеряем сегодня, или на то, что было на заре существования Солнечной системы. На что мы нормализуем? И для этого давайте посмотрим, как примерно выглядит этот распад на эволюционной диаграмме. Со временем по оси X, и, например, сейчас этот самый порт 176, 177 в соотношении по оси Y. А потом начинается распад. Распадающаяся система где-то здесь, и конвульсивно-однородный визвар получает все больше и больше портов, и благодаря распаду лютеция развивается примерно в этом направлении. Конечно, это не прямая, но система распада имеет высокий период полураспада 37 миллиардов лет. Поэтому она выглядит примерно менее прямой на протяжении всего периода нашей Земли.
Теперь мы можем посмотреть на мантию, которая затем проходит где-то здесь, мантия истощается, и кора, возможно, проходит где-то здесь. И теперь вопрос в том, есть ли у нас порода, которая образовалась определенное время назад, возможно, здесь. К какому соотношению мы это относим? Как я уже сказал, например, к текущему нет, мы не делаем этого, но всегда к соотношению со временем, когда порода образовалась. Так что если порода образовалась в то время, мы нормализуем ее к этому курсу. Если скала образовалась в это время, так вот, мы нормируем ее на это значение и так далее. Это означает, что мы должны всегда рассчитывать соотношение 176,77 в течение определенного периода времени, а затем нормализовать его к этому расчетному соотношению 176,77. И в результате получается второй график. И вот, например, эпсилон 176, 177 нанесен на график по оси Y. Эпсилон, потому что отклонения в системе довольно малы. И теперь я могу не только нормализовать мантию до Q, но и сам могу нормализовать Q здесь до Q. То есть я ставлю Q здесь вверху, ставлю Q здесь внизу, а затем я получаю здесь, потому что при том же значении в 1, из этого получится 1 вычтено, получается 0 раз. 10 тысяч снова равняется 0, а это значит, что Q всегда равно 0. Потому что Q в любое время нормализованное к самому себе всегда дает 0. И поэтому Q на этом графике здесь всегда находится вдоль нулевой линии. Сейчас я начинаю и мысленно нормализую курс лечения, а затем этот курс начинает мысленно развиваться в этом направлении, потому что расстояние от курса лечения здесь становится все больше и больше. То же самое касается коры, которая развивается только в этом направлении здесь, потому что она находится ниже курортной линии здесь. Это не значит, что радиогенно кора на диаграмме будет развиваться как-то иначе или что-то в этом роде, но это происходит только из-за характера нормализации здесь. Как все это можно рассчитать сейчас? Для этого мы снова посмотрим на диаграмму развития, что-то вроде этой, со временем по оси Х. А по оси Y, например, 176 лютеции, а потом еще и 176 задержаний. Лютеции сейчас распадается с течением времени, используя уравнение распада и максимум минус лямбда t, и гафний 176 в то же время естественно увеличивается и уменьшается. Это уравнение. То, что образуется в результате распада, это гафний, и поэтому образующийся гафний описывается как и1 минус e максимум, минус лямбда ti. Мы тоже можем все это рассчитать. Потому что если мы знаем, каково начальное количество лютеция здесь, то здесь наверху лютеции, как здесь начальное количество лютеция, то мы можем определить это начальное количество здесь как n. Напиши перед этим уравнение распада. И тогда сможешь точно вычислить эту кривую. Соответственно, мы можем тогда и здесь ввести значение n для уравнения увеличения тахтоноклида, и тогда получим точно, насколько этот тахтоноклид увеличился. И из этого на втором шаге можно вычислить значение эпсилона. И как это сделать, я хочу показать здесь один раз. Я уже подготовил некоторые значения для этого. Вот здесь один раз — это константа распада от ад до 176. Я сейчас перейду к начальному значению, а затем это начальное значение для лютеция, то есть 176, 177 лютеция в куре, деплементале и коре. И теперь я ничего не делаю, кроме как добавляю сюда точно такие же, которые я только что показал. Значит 1 минус, а потом e максимум минус, а потом я скопирую это вниз минус лямбда. Умножь на t, и тогда я начну с того, могу ли я построить график для t от 0 до 4567 миллионов лет. Тогда я смогу построить график, и здесь я впервые нанес на график увеличение содержания гафния 176.
Теперь я хотел бы уточнить это для контритового резервуара здесь, и поэтому я пишу это здесь еще до этого. И тогда это выглядит довольно привлекательно для контритового резервуара, конечно, пока не видит большой разницы. Теперь я делаю то же самое для двух других резервуаров. Для этого я дважды копирую это сюда, и все, что мне нужно изменить, это начальный состав здесь спереди. А затем он может быть изменен здесь. Ты уже понимаешь, как развиваются различные водоемы. В синем это контритический резервуар, в оранжевом это мантия и в зеленом это кора здесь. И ко всему этому, конечно, если это должно быть совершенно правильно, я должен добавить еще инициал. Инициал Гафния 176. И поэтому я пишу это еще раз, здесь, в двух словах. И это было бы действительно так, это была бы реальная диаграмма развития. И исходя из этого, теперь на втором этапе можно рассчитать значение эпсилона. Я беру формулу для расчета отношения 176-177 к определенному времени и делю ее на нормализующий изотоп, в этом случае это снова курортное значение. А затем еще минус 1 на 2. 10 тысяч, тогда у меня значение эпсилона. А потом я скопирую это дважды, а затем просто заменю Q здесь один раз на пальто и один раз на корку. И тогда я смогу построить все это снова. Примерно с того же периода времени t от 0 до 466 миллионов лет назад. А потом я просто получаю вот эту самую диаграмму, где на оси y нанесено значение эпсилона 1767. А затем кривая синего цвета здесь один раз всегда равна нулю. Мантия затем развивается немного вверх, кора немного вниз, но это относится только к значению эпсилона, потому что, как вы можете видеть на этой диаграмме выше, с течением времени это естественно продолжайте в том же духе. Всем водохранилищам 176 портов. Я снова показал все это здесь немного красивее. Это точно две одинаковые диаграммы. А потом вы можете увидеть здесь, время идет практически в обратном направлении, да это и не имеет значения. И здесь вы можете увидеть, как эти различные резервы развиваются здесь с течением времени. И снова здесь сказано, что сейчас это выглядит линейным здесь, но это не так, потому что это зависит только от этого. Потому что это просто означает, что период полураспада такой длинный. Я могу и здесь для развлечения практически продлить период полураспада или ось Х. И тогда ты увидишь, как со временем из прямой получаются именно эти кривые. И для этого мне нужно продлить время здесь наверху, иначе ничего не получится. Ну, а потом ты сможешь увидеть, как прямые превращаются в кривые. Причем в обоих графиках. Потому что, конечно, эпсилон график соответствующим образом отображает другой график. И это небольшая разница в стандарте между радиогенными и стабильными изотопами, вы должны быть осторожны, чтобы в радиогенных изотопах или в системах радиоактивного распада вы всегда использовали нормализующий изотоп соответственно. Или соотношение изотопов всегда должно быть рассчитано соответствующим образом. Противоположности очень сильно различаются по своему изотопному составу. Это изменение теперь, конечно, зависит не только от того, на какой изотоп вы смотрите, но и от того, какой процесс вызвал это изменение. На этой диаграмме собраны все данные по изотопам, которые мы имеем до сих пор от Контрина. На оси X нанесена дельта-запись, причем для разных изотопов здесь она читается немного по-разному. Здесь есть такие три сектора. В этом верхнем секторе у нас действительно есть дельта-обозначение. Это означает, что числа расположены так, как они расположены по оси Х. Тогда этот средний сектор представляет дельту в 10 раз,
то есть мы должны прочитать здесь внизу 10, 20, 30 вместо 1, 2, 3. И здесь внизу мы имеем 100 дельт, то есть мы должны прочитать соответственно 100, 200, 300, минус 100, минус 100, минус 200 и так далее. И вот теперь мы все это красиво выводим на графике. Если мы начнем с этого момента, то здесь будет азот 15. Это легкий, очень летучий элемент, и его наибольшая вариация составляет от 160 до плюс 160. Так что в целом такая общая вариация составляет более 300 промилле. Это уже очень большая вариация здесь. Теперь это тоже такая сплошная линия, то есть процесс, который играет в этом роль, зависит от массы. То есть кинетическое фракционирование гарантировало, что в этих изотронных составах есть такие огромные различия. Тогда давайте перейдем к следующему сектору. Тогда у нас теперь есть литий, бор и кислород. Так что эти сектора действительно имеют отношение только к вариациям и больше ничего. Литий, бор и кислород – легкие элементы и очень летучие элементы. Сейчас есть еще калий, сейчас это нелегко, особенно в 41 год, но это также очень летучий элемент. И у всех этих сейчас есть вариации в диапазоне 10 на 1000, но даже немного выше 100. То есть легкие и летучие элементы – это те, которые имеют наибольшие вариации. Указывают на их изотопный состав. Теперь кислород здесь тоже такой пунктирный, а пунктирный означает независимый от массы. Теперь это немного похоже на кислород, потому что кислород может дробить и то, и другое, зависящее от массы и независящее от массы. Здесь вариация больше для независящего от массы. Независимое от толпы означает, что к этому что-то примешивается. Если один рис был с одним составом, второй рис был со вторым составом, то они смешиваются вместе, и тогда получается какой-то промежуточный состав. Вот как часто получается фракционирование, не зависящее от массы. То есть не совсем фракционирование, часто это имеет смысл, хотя есть и процессы, в которых действительно происходит фракционирование, не зависящее от массы. Но в случае с кислородом здесь это смесь. Тогда давай пройдемся по этому верхнему сектору. И он разделен на две части здесь, один раз в этом нижнем сплошные линии, так что все процессы, которые происходят в зависимости от массы. А потом это верхняя часть. И эта верхняя часть, все это процессы, которые происходят независимо от массы. Давай начнем с нижней части. Ты снова видишь, что, например, что-то вроде кадмия, очень изменчивого элемента, очень сильная вариация. Имеет. Сейчас это всего несколько на 1000 по сравнению с 10 на 1000 и до 100 на 1000 и так далее, но это все еще несколько на 1000, который все еще относительно высок. И это также процессы, которые могут происходить в результате кинетического фракционирования или чего-то подобного. То есть легкие элементы или элементы с высокой летучестью также имеют эти очень сильные фракционирования. Такие элементы, как кальций, который сейчас, возможно, немного менее изменчив, или железо, которое все еще немного изменчиво, имеют меньшие вариации. Ты можешь наблюдать повсюду, ты видишь здесь магний, кремний, стронций, цинк и так далее. Но в целом это все еще такие изотопные системы, которые сравнительно легкие. Так что может быть так до 50-60, за исключением кадмия, конечно. Потому что в верхнем диапазоне теперь есть фракционирование, не зависящее от массы. И некоторые независимо друг от друга снова делают смесь. Но в данном случае обычно из досолнечных зерен, которые имеют совсем другой изотопный состав. В этом случае достаточно и мелких зерен, крошечных долей, которые смешиваются в контра, в результате чего их изотопный состав изменяется. И здесь вариации меньше, чем при фракционировании, зависящем от массы. И часто это также немного тяжелые элементы, они очень грубые, так что такие вещи, как барий, вольфрам, молибден и так далее, как правило, все немного тяжелее, чем здесь внизу. Когда дело доходит до массовых наркоманов, можно подумать, что все они в целом немного легче. Так что здесь уже можно было бы начать выявлять некоторые такие закономерности. Во-первых, на данный момент на самом деле речь идет просто о представлении различных изотопных составов контуров. Теперь действительно можно взять каждый отдельный изотоп, чтобы сделать из него более подробные интерпретации. И это явно зашло бы слишком далеко, чтобы вникать в каждую изотопную систему здесь и сейчас. Поэтому сначала рассмотрим различия в контрастных составах и определенные закономерности или различия между ними в целом.